Итак, мы продолжаем наше неспешное путешествие. Хорош орать! Долбали. Короче так, у нас сегодня по плану Слепой Шахтер. А вот где он обитает? По-моему, тут. Где тут проход-то? Ну да, где-то тут он. Ну, они прям тут. Ах, вы такие очаровательные. Где тут проход-то? Ну, наконец-то. Так. Теперь, если не ошибаюсь, надо идти вот сюда. Нет, я походу ошибаюсь. Идти надо не сюда. Или я просто... Перчатки вор. Да, вот тут. Тоже не тут. Гостинежа из Инса. Какая-то книга. Могильный 5-го уровня. Пещера. Блин, и этот чертов шахтер. А это не он? Сейчас он не он. Это он. Лег поспать. Понятно. Нашелся. Так. А как бы тогда его так грамотно завалить? Уйди нахрен! Зараза! Шахтер здоровяк был. Ялы-палы. Ялы-палы, ну ты красавчик, брат. Вот обучение. Опора.
Блин, красивый топорик. Билеты всякие, твою мать. Ну теперь можно. Так, я слышу душу. Я слышу душу. Поспать тут, когда за стенкой нежить ходит. Блин, знаешь, такая себе затея. Я тебя тоже слышу. Подожди, дорогая моя. Оу. Твою... Что случилось? Вот это я упал. Я не понял, откуда я упал. Воспоминания. Хорошо. Морковь, кусок сыра. Что тут еще можно такого съесть? Еще кусок сыра. Оп. Угу. Это где открылось? Никого. Так. Туда зовет. А что у нас есть тут? Ничего хорошего. Ладно. Пойдем, куда зовет. Да, слышу я тебя.
А вот и ты, моя хорошая. Ах, вот так вот, да? Ну ладно. Если нужен более высокий уровень, давай сделаем более высокий уровень. Так, а сколько? 1, 13. Да. Так, слушай. Это все. Блин, вот мне охота вот это качать. Может, энтрописта? Где она у нас? Энтропия. Нет, это псионика. Это ментализм. Так, стоп. А энтропия где? Или она чуть выше? Зачарование на 10% эффективнее. Ага. А энтропия где? Вот она. Псионика энтропия, вот они. Так. А тут у нас все изучено, да? На 20% больше урона. Так, это расщепление я не буду делать. Электроиндукция. Вот это, в принципе, импульс. Он уже на всех, по идее, должен действовать, да? Ладно. Я не знаю, что мне качать. Мне и так надо. Есть. Ну, еще какая-то и татуировка какая-то на лице. Так. Не то. Изысканный кожаный капюшон. Это то, что вот мне надо. Спасибо. Так. Дальше, так понимаю, мне вот... У тебя что там было? Вижу. Фига там народу. Как тараканы. А! Так, этот с головой. Опять. Где лучник? Вот он лучник. Его... Кто, блин, в склепе каком-то ставит капканы? Кто, блин, такой гений? Катакомбы. Все глубже, глубже и глубже. Да? Ну, пойдем. Тут что-нибудь есть? Ну да. Твою мать. Зая встал. Туда же ляжешь. Ах ты! На упреждение стреляешь?
Так, что у нас тут? Что у нас тут? Сундучок. Да, блин. Опа. Кстати, вот про того слепого шахтера там очень грустная и печальная история. В шахте был завал, шахтеры оказались А где? Вы охренели? Шахтеры оказались отрезаны от поверхности и долго-долго сидели, получается, в заперти. И начали по нему ходить с ума. Ну, а бригадир как мог их сдерживал, а потом решил пойти поискать выход. И выход он нашел. А когда вернулся, то увидел, что шахтеры начали ели одного из рабочих. Он эту картину увидел, офигел с нее и пошел и завалил проход. Мол, чтобы никто из них недостоин выйти на поверхность. В школе они совершили такое вот злодеяние, то что съели живого человека. Ну, как бы правильно он поступил, неправильно, непонятно. Люди были доведены до отчаяния, голоду. Поэтому у них выбора не было. Либо как-то выжить, либо умирать. Но вот они пошли, как им казалось, по пути меньшего зла. И решили съесть одного из своих. А бригадир это увидел и психнул. Как бы спорная ситуация. Опять же, в момент принятия этого решения, кого есть, а кого нет, бригадира с ними не было. Может, у них завязалась драка, и его случайно убили. Или, может, тот, кого съели, да почему по тебе не попадает-то? Или, может быть, тот, кого съели, сам, скажем так, поехал немного крышей, напал на остальных, и его и убили, и решили, ну что ж, а не пропадать мясу. Вот и съели его. Там могло быть все что угодно. Здорово.
Но вот это интересно, то что за каждой живой легендой стоит какая-то история. То есть это не просто какой-то там монстр, который случайно появился. Тут целая история у каждого есть. За каждым стоит история его появления. Правда, истории эти не всегда имеют хороший конец. Зачастую наоборот. Да блин. Зал принцессы. Перекур окончен, мужики. Так, и как всегда у вас тут ничего нет. Да? Бухло. А мертвяки решили побухать. Здрасте. А! Тихо. Откуда вас тут столько? Да тут какой-то алхимик обитал. Золотой графин. Идет. Ладно, идем дальше. Желающие есть? На диалоги в грубой форме. Опять черт знает. Куча зелий каких. Бегут, бегут. Давай. Ты зараза.
живучий, зараза. Все. Упокоился окончательно. Что у нас тут есть? Спасибо. Так. Пам-пам-пам. Откуда вас тут изыдите? Рей. Что, в телах ничего? А в тебе, принцесса, что? Шаман амулета. О. Шаман амулета. Амулет шамана. Шаман амулетом. Сказанул, а? Отшутник. Сказанул, так сказанул. Что отвечает? А, сапожки. О. Так, перчаточки. Все-таки что не дают? Элементализм на 9. Нет. У меня в любом случае были перчатки, которые давали 12. Поэтому, ну, такой себе. А ментализма у меня... Грибочек. А ментализма у меня и нет. Да. Блин, правда, приятель, ну ты и красавица. Надо такого нарисовать. Так. Ну, почти перегруз. Вижу, да. Ладно. Не будем работяг забирать и хлеб. Просто свалим отсюда. Время еще не позднее. Так, где переход? Вот он. Па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па. Надо сразу посмотреть, что можно продать, что можно оставить. В конце-то концов. Так, по-моему, вот это вот мне барахло больше не надо будет. Изумруды, аметисты. Так, что из этого можно? Так. Урна древнего народа.
Ага. Повтор. По-моему, вот капюшон ищейки тоже там цены повышал. Не давал бонус к ценам. Но это не точно. Так. Сразу все лишнее переложить. Потом по 20 раз не бегать. Ух. А теперь пойдем. Пойдем торговать. Так. Надеваем свой лучший пакет. А, забыл маску выложить, точно. Так. Yeah? No, I just Начало put к them этому. out for you to look at. Tell me what you need, and be quick about it. Не ворчи, а забирай. Ну ты это самое. Ой, что ж так быстро все заканчивается-то? Так. Адепт. Взлом. Адепт. Эксперт. Купить. Ремесло у меня прокачано. Зачарование прокачано. Лучник. Мастер. Купить. Элементаризм. Мастер. А, теперь у меня денег не хватает. Ладно. Да, забирай. Нет, отдавать нельзя. Это отдавать нельзя. Топор. Так. Перчатки у меня есть. Обувь забирай. Кирасу забирай. Так. Мастер элементализм. Отдавай. Так, что я тебе маску не отдам? Капюшон. Так, это забирай. Это забирай. А, ищейку тоже забирай. Захват душ забирай. Адепты тоже. Так. Алхимия нет. Зачарование. Так, двуручник нет. По энтропии пока не могу ничего сказать. Это забирай. Газевой элементаль забирай. Лук забирай. И из мелочи. Раз убийц, это у меня есть, по-моему. Ну, чувак, у тебя опять денег нет, а? Ну, хоть лютню забирай. Золотой графин. Забирай. Все? Все, что хотел, все продал? А, топорик остался у меня на руках. А из стопе. Надевай обратно. Теперь к этому пареньку. Друг мой. Walk all your heart could ever desire. Take a look. Хотел бы я тебе кое-что отдать. Забирай, забирай. Так. Что ж так дешево стоит-то? Хранителя. Забирай. А, все?
О, у меня их два. Забирай один. May his light guide you. Come back if you find the time. Обязательно. Обязательно сделаю камбэк. Но уже не сегодня. Не то. И он эти... А, в смысле? Greetings. Do you need a potion to refresh your stamina, or are you a user of the arcane? Так, надо топорик скинуть. Ну и переложить наши... Это... Вот это. Так, о чем шаман амулет не хоть у меня. Так, пока мы кинем обратно. О. Ну ладно, пульс я пока подавать не буду. Тоже потом как кубочку. Так. Серп. Что нам скажет серп? Здорово. Yes. Новая работа есть? Так, я теперь состою в серпе, так? Why, of course. Tomorrow you can move into the guild's house and Mal DeLorean will come to wash your feet. О, это само очарование, друг. I like you know that? You're still so green and honest. That's a rare sight in this trade. Ну вот запомните слова. If you're after the badge, yes. But you don't seem like the merchant type to me. Well, that's not a problem, however. With the right attitude, maybe you could reach the rank of vassal, or even protector. But that's a long way up. Да, немного. Regard the holy dealings of the sickle, of course. Only a fool would send a caravan through the powder desert without a proper escort, and reliable mercenaries are as rare as a talking Leorin. But that's what vassals and protectors are for. But let's not get carried away, shall we? If you're really planning to get hired as a vassal, you'll need to do more than run a few errands. Хорошо, давай работу. Now, if it isn't the hero of the farmer's coast. The curious story turned out to be true. Hafner really did poison his cows. Твоих? A stable Великого. boy saw him do it, but was too afraid to report it. So, in case you really do care, Curious will make it back into business, thanks to you. Anyway, concerning your question, yes, there is more to do. Uncomplicated work, good pay. Interested? Давай, я в деле. Well, it's simple. At the moment, there's a caravan on its way to Ark, carrying Duneville fruit and peaceweed. I need you to deliver a message to the caravan's leader, Rhodos. Then report back to me. That's it. Так, а что в сообщении? That Skerrig men wear no underclothes when they venture into battle. I want you to deliver the message, not ponder on its contents. Understood? Все, понял. Well, that's up to you to find out. They should be on the Penny Road by now. Just a couple of days' ride from Ark. Just follow the road. You'll find them eventually. Good luck. Хорошо. Так, и теперь, думаю, что у нас тут есть? Ну, значит, что не хватает магистра. И поговорить с Константином. Ну, пойдем. Там солнце, пожалуйста. Hey, Magister Thomas has been looking for you. Gosh, what's that? I don't know. О, а вот и нужный мне человек. Walk blessed. Что-то произошло? Oh, yes. Guess what? There is. Some people just don't get the meaning of the word reliability. Pathlessness wherever you look.
О ком вы говорите? Huh. You're not from the Order, are you? Then I wonder what the blazes you're doing here. But, fine. Who am I to reject a helping hand? Elia, the novice who was assigned to me, she's supposed to help me transcribe these Pyrian tomes the Grand Master is so obsessed about. But 2 days ago, she simply vanished. If I were to guess, I'd say she's strolling around enjoying herself somewhere in the nobles' quarter. I'd go look myself, but I'm lucky if I get to breathe within all this work. Go find her and tell her to get her bloody ass up here and help me. If you do that, it won't be to your disadvantage. Ну, видимо, все не так просто, как хотелось бы. Ну ладно. Поищем. Эй, магистр. Магистр, я к вам. Now, if it isn't the prodigy, well... О, я их могу взять уже. Blazes, I just can't bloody believe it. Кто в храме входит в часть вашего ордена? Мне трудно вас отличить. Oh, don't tell Lucy that. Altogether it's her, Yuslan, me, and 2 acolytes. Yuslan is probably the most gifted entropist of the civilized world, and I doubt there's anyone who knows more about the Pyrians than Lucy. Люси? Ну, так. Лишая провела ритуал. Были проблемы в том Рашенграде. Yes, I know. She's already told me everything. Good work, even though part of her report seemed to be a bit enthusiastic. But I'll leave the judgment to Aranthiel. He wants to talk to you anyway. Seems you've caught his interest. Кто такой Антил? Didn't I tell you that already? He's the highly esteemed, holy, grand master of the Order. Tilor Aranthiel, son of Lorius I, praised be his name. An old legend, risen from the dead, or something like that. А если вот так попробовать ответить? Даже не знаю. Oh yes? Well then listen carefully. Lucy probably hasn't told you, but the ritual was as dangerous for her as it was for you. In other words, she and all of us have risked a lot for your healing. Ой, ладно, понятно, обиделись. Also, she seems to see something special in you. Heck knows why, but she does. So at least have the decency to listen to what Aranthiel wants to tell you. He is in the Emporium of the Temple. Just tell the guard who you are, and they will let you in. Да все, понял. Ah, Всё, yes, иду. before I forget. My dame Lucy has left a token of gratitude for you. It's your choice. Do you want a book, an old map, or a bag of pennies? 2 очка опыта. 105 медиков. Не, давай карту сокровищ. Very well. Now get a move on. I'm sure we'll talk again later. Ой, ну и ладно, ну и пойду. Ну и черт с вами. Так, ладно, где там этот великий магистр? У нас тут что? А, вечер. Well met. Здрасте. Need something? Мне назначено. Ты где? It is a suspicion, Tila. And to send an entire division across the sea because of a suspicion is madness. We need to find out who sent the mercenaries. This Pegast said that they were after the Signet Stone, and if they succeed in getting hold of it next time, then the Black Guardian alone knows how to stop the cycle. The cycle. Listening to you talk almost makes me forget that all this fuss here is merely based on some bad dreams you and your Neremese friends had. The threat is real. Deny it as much as you like, but deep inside,
you feel it as much as I do. Tila, this... You're a commander, and a commander doesn't care about feelings, but about facts. You have made this mistake before, Tilor, back then in Kira, and we all know... The mission will happen. I'm sorry. You have a visitor. Здрасте. Здрасте. Даже говорить не хочет. So, you are the prodigy everyone is talking about. Interesting. I am Teilor Aranthiel, son of Lorius I and Grand Master of the Order, and I'm honored to meet you. What is your name? Ну, я не такой, как это сказать, великотитульный, как вы, поэтому я просто Кинг. Yes, and I will come straight to the point. You are here because I believe that you are special. Humanity faces a threat that needs to be stopped, and to achieve this, you are indispensable. Вы говорите о красном безумии, так ведь? Among other things, yes. I do not need to explain to you that the present situation on Vin is chaotic. The wars, the living dead, common people who are losing their minds, to name only the most obvious. What most people are not aware of is the connection between these events. You, however, have encountered it, as have I. Видение, вы знаете, откуда они приходят? I do. And I will explain everything to you. What it means, who we are, and what your part in all of this is. Come, follow me. Maybe you already know who I am. My entire life, I served the gods who ruled Vin, until their death 2 years ago. What you probably do not know is that the one responsible for their death is my son, Если бежать, He hated the Lightborn because he believed that they robbed mankind of their right to freedom, so he strived to overthrow them. He found followers, formed an army and declared war on them, and thus on me, a servant of the Lightborn as well. It all ended in a battle 30 years ago, which Narazul won. He killed every single survivor except for me, and locked me in a dungeon on Nerim. I still do not know why he spared me. Если Наразул ваш сын, почему он так ненавидел богов? There were circumstances favoring the development, but it's a long story which we won't discuss now. А почему бы не пообсуждать? Получается, рожденный светом действительно мертвы? Good question. Because at the moment stability is the highest good, even more so considering what we are facing. The rulers of Kira and Kile both made the mistake to acknowledge the death of the gods to their people, and the civil wars that followed in their countries are evidence of the chaos that such a revelation entails. Enderal is the cradle of the Order of the Gods, the epitome of theocracy. It is unthinkable what would happen if we confirmed these rumors. I am sure you understand this. Maybe when all this is over that will change, but for now it is imperative that we deny all rumors of that kind. Но вам удалось освободиться. Yes, after more than 30 years, when the death of the gods made the magic around the prison disappear. And during my escape in the northern mountains of Nerim, I also had them for the first time, the dreams. I always saw the same glaring, terrible light, heard screaming, and I felt like I was burning up from the inside. And above all, like a veil, there was the knowledge of imminence. At first, of course, I dismissed these dreams as the delusion of a man close to death. So I concentrated on making it through the mountains somehow. 2 days after my escape, I was completely exhausted, and I would have died if a former acolyte of my son had not found me. Помощник вашего сына?
Yes, but he did not recognize me, and brought me to their headquarters instead, an old monastery in the mountains. The others were aware of my identity, but for whatever reason they did not kill me. Maybe because they thought that the death of the Lightborn had made me insignificant. I do not know. Still, even after my recovery, the dreams continued. At first I doubted my sanity, but after some time I told the leader of the mages, Constantine, about them. And he said something that I'd never expected. I was not alone. He, as well as many others magically gifted on Vin, dreamed the same dreams. And the more we talked about the matter, the stronger our suspicion grew, which has now turned out to be the truth. The dreams, they come from the same place. They are a shared memory. Общая память? Вы имеете в виду, что сны происходят от общего разума? The collective subconscious, yes. I know that you can feel it too, and probably far more intense than we do. But like you back then, we were not able to make sense of the images. So we went looking for answers in the remains of the civilization that was before us. The Pyreans. Так вот зачем эти раскопки в старом Арашиграде? И что вы выяснили? 3 things. First, there were many civilizations before us and before the Pyreans. Maybe hundreds, maybe thousands. Second, the history of each civilization unfolded and still unfolds according to a pattern. They emerge, they blossom, and at some point, at the apex of their existence, they simply disappear without any trace. And third, everything that has happened in the past years, and which is still happening, indicates that this disappearance lies ahead of us. We are part of an eternal loop, a cycle, and our cycle is approaching its end. Но какая же музыка? Каково ваше объяснение красному безумию? Yes, dramatically put, they're the envoys of the end. Шаблон. Вы имеете в виду, что хроники каждой цивилизации идентичны? Not identical, but one can split them up into episodes which repeat themselves in the very same manner, into patterns. Ладно. Давай дальше. Так, я признаю, что этот мир видал и более яркие дни. Так, то есть в итоге ждать конец всего человечества? Yes, it does. At first we considered it absurd, as probably you do at this moment. But there came a moment when we simply could not deny it anymore. We began to study the history of the Pyreans more intensely, and the parallels were extraordinary. In its early days, the Pyrean Empire was split up by a disaster, just like Vin was split up by the Starfall after the reign of the Eterna. Also, the Pyreans had a ruling caste who declared themselves gods after the catastrophe. The 2 castes of the Sun Priest. They, too, ruled until they were overthrown. This overthrowing was followed by an outbreak of wars and chaos. And then, just like that, the Pyreans ceased to exist. They knew it was imminent, but they could not prevent it. They called this event the Cleansing. Перейти знали об этой угрозе, почему они не попытались что-то сделать? They tried, but they failed. Who knows why? Maybe they found out too late, or maybe they were too weak. Как, черт побери, целая цивилизация может просто исчезнуть? That is the question we need to find an answer to. The end was not violent, at least not in a sense as we know it. There was no natural disaster, no magical explosion, no plague. Even though there was war in the Pyrean Empire before its ruin, when the cleansing happened, it was as if all living beings simply fell down and died. It is ghastly.
Весело у вас тут. Так, где начинается моя роль? Well, this is the reason why we need your help. Not only episodes of history recur within every cycle, characters do as well. Персонажи повторяются. Yes, the Pyreans call them the emissaries. They emerge very shortly before the cleansing occurs, like a law of nature, an answer to the red madness. Стражник тоже охеревает от того, что она делает. While I take on the role of the ruler, you take on the role of the prophet. Прорицателем? Да ладно. It's just a description. Call it what you will. But without doubt, it is the truth. Your story matches the descriptions perfectly. Так, если я участвую в этом, значит ли это, что кто-то контролирует меня, контролирует нас? Да, тебя контролирует игрок. As I already said, По ту сторону the монитора. emissaries simply appear at the beginning of the end, like pieces on a chessboard. We are determined by our skills. How and to what end we use them is our choice. Так, а почему именно я из тех людей? I do not know. Firespark the Mage has told me your story, and even though your fate is tragic, unlike me, you were insignificant before your change. So maybe everyone can become an emissary, or we simply have not understood the pattern yet. Я полагаю, это и есть та причина, по которой неримские маги здесь, да? Yes. Former enemies or not, both sides have understood the magnitude of the threat. The magical knowledge of Narazul's former mages is vast, as is the power of the Holy Order. Even though not all of the Keepers agree, as you probably have already noted yourself. И что определяет этого прорицателя? On the one hand, your power. You carry the potential to master any skill within a fraction of the usual time needed. I assume you Да have already капец, realized за короткий this. промежуток времени. Знаешь, сколько надо On the other качаться? hand, your ability to look into the past, and therefore into the future. Прошлое и таким образом будущее. Что ты имеешь в виду? Your visions are a window into the past. And as every cycle is based on the same events, it is a window into the future as well. You can feel the thread this world is woven with. And because of that, you can see things that have happened, and thus will happen again. This gift makes you indispensable to us, and it is why I want your help. Ой. Почему вы думаете, что мы первый, кто может преодолеть этот цикл? That is the wrong question. The correct question is, what alternative do we have? To wait and die? Дайте мне немного времени. Very well. I await your answer. Ой. Ну что? Well, have you made your decision? Так. А что я получу, если помогу вам? If it is wealth and power you seek, you will have it. The Order has enough of both. А если меня это не интересует? Hollow words. Deep inside you know your responsibility. Trust Я не me, we are чувствую. more Даже alike ни than you грамма. believe. Ой, хорошо, хорошо, ладно, я вам помогу. Good. However, there's one more thing before the actual work begins. I want you to join our Order. And to Да do ну so, нафиг. you have to pass a test. Какие A тесты? trial. Не надо. Это так необходимо? It is. Whatever you think about our story, we are the only faction that is strong enough to oppose the cycle.
If you want to be part of our mission, you need to have access to our knowledge and resources. There will be voices in the Order speaking against your admission, as they are speaking against the presence of the Nerimese mages. Consider it an honor or a necessity. It is up to you. Ладно, какого рода тест? It is the trial the novices have to pass in order to be exalted to the role of a keeper. Only the best students of the Squalor are allowed admission, and even though you have not been a novice, I want you to take it too. At this very moment, 2 novices are on their way to the testing grounds. I have informed them about your arrival. Эти 2 послушника. I have only a slight acquaintance with them. However, I know that they are both very talented and have been working hard toward the test. But see them for yourself. Но вы уже сообщили вы им, как вы могли знать, что я соглашусь? I had a hunch. Let us leave it at that. Где мне их найти? At the border to the Heartland, near the Whisper Wood. They will be waiting for you there. Take the Myret, talk to Signet Master Bartar, and hand him this package. And then follow his orders. Ah, one more thing. It might be self-evident, but keep your knowledge about the death of the Lightborn to yourself. I do not believe you can do any real harm, but in the worst case, path-abiding people will consider you a heretic. After the cycle has been stopped, we will deliberate upon how we deal with the matter, if and how we tell our people about it. But not now, that is for sure. Now, leave. The sooner we can dispense with this formality, the better. Ну что ж. Нас загрузили о философии по самое не могу. Сказали, что мы являемся частью какого-то грандиозного замысла, который нам теперь и воплощать. Ох. И все это ложится на наши тоненькие плечи. Ладно. Я предлагаю на этом закончить данную главу. Со всем этим будем разбираться уже в следующей. Ну, а на сегодня пока все.